Всем привет! Я продолжаю свое путешествие по Китаю. И сегодня я в Гуанчжоу. Покажу вам местные храмы, парки, культурное наследие и не только. Тут много всего разного представлено. Вон даже тетеньку подвесили на дереве. А ну все, то, что вот я в храм шел, работает, все нормально вечером. Мне кажется, там сейчас подсветочка очень даже круто будет, пойду посмотрю. И пацаны на Алиэкспресс что-то грузят на контрасте. Все, поэтому что-то заказал, что-то отправить сегодня нормально, не переживайте. Так, ну я пошел заходить, смотреть, что там в итоге есть интересное. Почему-то мне кажется, что я наоборот в самое лучшее время сюда пришел. Потому что народу много, все так хорошо подсвечивается, он, смотрите, как убирает все, постоянно пылесосит это все, все статуэтки. Как правильно называть? Пусть будут статуэтки у меня. Мне можно, простительно. Ну, выглядит это очень красиво. Сколько это стоит? Ну, давайте посмотрим. Ну, вот такая чашечка. 1000 юаней. Тяжелая очень. Вот такой вот дяденька. 15 000 юаней. Ну, по высоте он большой. Наверное, сантиметров 70-80. Ну, ценники, не знаю. Вот это 1500 чашка. Она тяжеленная, просто нереально. 4,5 килограмма, по-моему, вес написано, если это правильно. Ну, прям нереально очень тяжело поднимать ее. Вот это, я думаю, вообще не подниму. Она еле-еле срываю. Тяжелая. Кстати, прикольно вот это вот такой суп есть. Тоже очень тяжелый. Все очень тяжелое. Из какого-то реально, видимо, натурального камня или что это делают. Ну, это есть железо, понятно. Ну, очень тяжелое. Всякие бусы есть. Все, что хочешь. Такие вот большие есть алтари всякие. Я чуть-чуть здесь краешку посмотрю, постою. А нет, я зайду. Такая движуха здесь происходит. Кто-то молится, кто-то просто смотрит, кого что. Но вообще очень так атмосферненько, прям классно. Вот кому это все нужно, посетить стоит. Тут монахи сидят, молитву читают где-то. Так, ну здесь какие-то уже немножко истории о Китае. Узнал, разузнал. Оказывается, можно подняться тут на этот храм. Здесь он больше 5 этажей, но до 5-го этажа можно подняться. Так, ну вот так эта история выглядит. Сюда можно подняться по лестнице. То есть храм современный полностью. Лестница, видно, что новые все. Перила. И так далее. Все как бы какие-то ящички, вот знаете, как в фитнес-залах на браслетиках. Куда-то я иду, куда не знаю, кто впереди меня идут, пойду за ними. Может быть, они знают дорогу и что-то интересное. Поехал на 6-й этаж тут. Оказывается, до 6-го вроде как можно подняться. Посмотрю, что там. Так.
Я приехал на 6-й. Тут явно ничего нету. Поехал я на 5-й. Там просто чуть темно и как-то жутковато. Так, ну там тоже никого нету, чему-то хотел светить. Поехал на 4-й. Сейчас весь проеду. Но в целом как-то, скажем так, немножко жутковато все здесь сделано. Вот на 4-м этаже я вообще один сейчас. Никого. Что здесь находится? Здесь какие-то уроки идут. Китайцы на меня так посмотрели, типа ты что тут заходил? Стоят теперь думают, можно туда зайти или нет. Потому что я так заглянул, зашел на входе, поснимал чуть и вышел. Они такие смотрят, почему вышел? А что случилось? В общем, везде у всех за всеми этими вот такими вот дверьми, тут, там, ниже этажами, выше, происходит вообще что-то странное прям. Какой-то народ собран. Причем это не посетители, не гости, это кто-то здесь тоже. И они какие-то там то ли учебы, то ли что происходит, какие-то молитвы и так далее. Немножко странновато выглядит. Сейчас попытался в одну зайти, там какая-то женщина, скажем так, их старшая учительница, вышла, сказала, что извините, нельзя зайти. Вот. Это не для посетителей. Ну, очень вежливо, улыбаясь, причем на английском объясняла. Молодцы. Слушайте, вот эту читалочку послушать полчаса, и станешь ты и буддистом, и монахом, по-моему, и кем только они не захотят станешь. На мозг она действует очень сильно. Какая-то странная читалочка, честно, может, я что-то не понимаю, но как-то странно это. Ну, вот так он выглядит, этот храм, скажем, с центрального входа, с улицы, с которой все заходят, главной. Вот. Можно сейчас с боков зайти, но основной вход это этот. Вот. Напротив него сразу же большой торговый центр, большая пешеходная улица, куча людей ходит, что-то покупают, что-то фотают, что-то смотрят и так далее. В целом место крутое, посетить тоже стоит. Красиво, интересно. Ну, единственное, когда посещать, например, храм, то, ну, все-таки нужно соблюдать немножко какие-то их традиции, их правила, не баловаться, скажем так. Все в рамках разумного. Вот такой памятник еще здесь есть. Иначе, ну шутить не буду на эту тему, чтобы никто не расстроился, никто не обиделся. В общем, просто нужно соблюдать немножко правила и порядки этого, скажем так, дома. Вот. Пойду прогуляюсь здесь по улице, очень много интересного, красивого всего здесь, много чего посмотреть можно. Сейчас все покажу. Это вот рядом с центральным входом сбоку еще один такой, скажем так, запасной вход, что ли, или просто такой маленький сад. Даже здесь, при всей толпе, катаются эти мопедисты. Это вот для меня в Китае пока они только один минус, все остальное здесь круто и классно. Вот они это прям вот вообще, с ними надо что-то делать. Потому что они прям мешают людям. Ну, а тут уже, я так понимаю, просто улицы начинаются всякие разные магазины, бутиков там и так далее. Помимо основной части этого торгового центра. Вот, поэтому тут есть тоже что поделать, что посмотреть, где погулять. Много кафешек также вокруг всего этого. Не знаю, слышно меня или нет. Но китайцев много, они все говорят на своем, галдят, кто-то громче пытается перекричать всех. В чем мой плюс, то что я выше всех них. Китайцы, в принципе, ростом небольшие, поэтому у меня плюс большой. Я повыше них,
Плюс у меня еще штатив дополнительно на камере. И я могу все это поднять и снимать сверху. Примерно вот так вот. И мне никто не мешает особо. Но тогда еще больше на меня все смотрят. На меня и так все смотрят. Белый с камерой. Скажем так. Ну, иностранец. Вот. А тут еще что-то поднял ее руку вверх и идет с камерой штативом. Поэтому не буду внимания слишком много привлекать. Это вот что-то непонятный магазин. Я думал, это New Balance. Ну, наибалум получается какой-то. Ну, абалум. Ну, вы поняли, в общем. Купите, и вас там на абалум. Интересно, что на меня так китайцы смотрят. То, что я с камерой. Они прям вот внимательно всматриваются с камерой. Они сами, куда они выезжают из Китая, в любую страну мира, они везде с камерами ходят, а то не с одной. И вообще их в рук не выпускают. Еще не удивляются мне-то. Сами недалеко ушли. Я пойду в торговый центр. Магазин. И как раз поснимаю, расскажу, что да как, какие цены, зачем да почему. Посреди улицы даже песочницу детям сделали. I love welcome to Guangzhou. Так, ну я пришел в супермаркет в Гуанчжоу. Обычный супермаркет, недорогой, не дешевый, средний. Примерно посмотреть можно, сколько что стоит. Ну, например, ананас стоит 13 либо 10 бат, в зависимости, видимо, от размера. Куча яблок разных сортов, выбора, куча всего. Виноградик вон, сосисончики. Эта история хорошая. Сыр разный. Это так, если кому-то надо будет прикинуть цены, кто соберется в Китай переезжать. Ну, скажем так, выбора много разного, куча всего, что хочешь. Сейчас приехал в парк один интересный. Здесь много разных скульптур представлено, как больших железных, так и каменных. Вообще здесь очень много разных фигур. И непонятный смысл, конечно, по мне. Вот, они совсем прям хаотично выглядят. То есть то мальчик, то девочка, то что-то непонятное в виде животного, то еще что-то. В целом выглядит довольно интересно это место. Много разных фигурок. И, скажем так, интересно их исполнили именно как. Вот, тут есть какие-то обозначения на китайских иероглифах, что это и в честь кого эта фигура каждая. Но переводить я уже не буду каждую. Вот, я вам их просто покажу. Их очень много, поэтому выберу самые интересные и покажу вам. Довольно-таки странные скульптуры как-то выглядят. Я так понимаю, это якобы бык ударяет медведя. Это что-то из разряда атлетов, наверное. Такой странно немножко прям. Но выглядит интересно вроде. Так, ну я приехал на башню Кантон Тауэр, там сзади меня. Но, как оказалось, прям вход туда, к ней, под нее,
сегодня почему-то закрыт. То есть вокруг можно ходить, все смотреть, но вот дальше она вот примерно такого вида только. В целом место такое вроде бы интересное. Тут есть переход на маленький островок между, скажем так, двух частей города. Вот сейчас мы как раз перейдем по этому мостику и посмотрим. С него какой вид. Так, ну я пришел на мост через реку возле Кантонской башни. И что интересно, чтобы на него, скажем так, подняться, зайти, перейти на другую сторону, надо либо в Вичате зарегистрироваться заранее, сканировать код на входе, вот, либо тут с паспортом нужно записаться. Прям такая серьезная охрана, непонятно, правда, зачем, это же просто мост, как бы небольшой такой, ну не сильно длинный, на километр в общем. Ну как бы прям безопасность такая серьезная. На входе много полицейских, охранников, как-то все серьезно слишком охраняют. Но как-то так. Но вид хороший отсюда открывается, красивый. По самому мосту, кстати, тоже много ходят полицейских с зонтиками там, например, или он сидит сзади меня, или просто бегают тут что-то, разговаривают, хихикают. Ну, с мостом они классно придумали, очень красиво сделали все ухожено, по всему мосту растут тут всякие клумбы с цветочками, и в каждой клумбе сидят, там кто убираются, везде охранники, полиция ходит, все чисто, везде порядок, никто не орет, никто не прыгает, все спокойненько ходят, фотаются, все довольны. По мне очень прям здесь все прям классно. Вот, вход бесплатный, но единственное, заранее надо регаться, либо по факту с паспортом нужно записываться в журнал какой-то. И в принципе все. Что очень еще прикольно здесь, что с разных сторон моста открываются разные интересные виды. И в основном везде попадается сам мост, либо башня, либо деловой центр. Но вот эти мост и башня очень круто. Я думаю, что вечером еще добавляется вон тот мост, он чуть подальше. Это обычный такой прямой мост, но с подвесными канатами. И я думаю, что они светятся вечером и очень красиво смотрятся. Так, ну пока иду до центральной улицы делового центра, расскажу, как попасть из Шэньчжэня в Гуанчжоу на поезде. Вариант самый, скажем, быстрый, дешевый, удобный и так далее. В Шэньчжэне есть несколько вокзалов, без разницы, выбираете любой. В Гуанчжоу также есть несколько вокзалов, выбираете любой. Вот, в интернете полно информации, какие они, все популярные, все большие, все известные. Вот, покупайте билеты на поезде в среднем от 40 где-то минут до час 20, по-разному поезда едут. Вот, я вчера ехал, поезд ехал где-то минут 50, даже наверное, поменьше чуть-чуть. Вот. Билет нужно брать заранее, это совет, потому как так выгодней и так проще. Взять можно на трипкоме. У меня по ссылочке можно пройти и взять. Реклама или нет, то непонятно. Вот, поэтому берите заранее. Как по нему проходить потом? Да все просто. Просто паспортные данные правильно введите свои. И потом на входе там будут такие, скажем так, тумбочки, где пропускают эти. Там сотрудники стоят, они все помогут. И просто прикладываете паспорт, основная страница, и он все считывает, сканер уже данные с паспорта, и видит ваш билет в системе, и все нормально, вы проходите спокойно, не переживайте. Если переживаете,
Можно прийти с паспортом в кассу и распечатать еще, но по факту на проходе билет не требуется все равно. Даже несмотря на то, что я вчера покупал на месте, я забыл купить просто заранее. И никому он не нужен, смотрят только паспорт и все. Билет так в телефоне нужен вам для того, чтобы выбрать правильно, куда подойти и к какому выходу, где посадка производится, и какой вагон и какое место. Вот. Есть разные классы вагонов, там второй, эконом и бизнес-класс, там первый класс, точнее, не бизнес. Вот. Может быть, еще бизнес, если не знаю. Вот. Я вчера брал, так как я, в принципе, спешил и не хотелось там вникать. Народу очень много на вокзалах. Почему я говорю там не покупать? Потому что народу кишит просто нереально. Понятно, что большие все города, между ними все передвигаются. Плюс между Шанчжэнем и Гуанчжоу это все очень быстро делается. Поэтому народу много. Будете в шоке точно. Поэтому лучше заранее купить. Я купил быстро, просто подошел, сказал, что мне нужно в Гуанчжоу ближайший рейс, минут через 20-30, который выходит. Она мне продала сразу на первый класс билет за 120 юаней и говорит, давай, вон туда. Вот, ну ладно, зато доехал комфортно, с удобством, ничего страшного, там обычный билет не сильно, как бы разница отличается прям. Вот, с учетом того, что я весь день хожусь, каждый город снимаю, там по несколько дней, то отдохнуть само то. Там внутри есть розетки, и я все покажу. Ну, примерно так выглядит вагон внутри. То есть полностью откинулся, и сидишь, кайфуешь. Вагончики новые, красивые, хорошие. Вот, все откладывается, откидывается, сидушки, столики есть и так далее. И с комфортом можно доехать. Но лучше брать заранее, чтобы не стоять в очередях. Вот я поеду дальше с Гуанчжоу в Шэньчжэнь уже, там будет ночной поезд, чтобы поспать и так далее. Вот, туда я уже взял заранее, конечно же, билеты и с Гуанчжоу до Пекина, ой, с Гуанчжоу, Шанхая до Пекина дальше, поэтому выпусков много. Вот, я тоже взял заранее уже билеты, забронировал на Трипкоме, все купил, все сделал, все нормально. Вот, поэтому не надо будет там ждать, потому что я думаю, там тоже будет много народу. Я помню еще 6 лет назад, когда ездил здесь на поездах в Китае, тоже было народу много, и сейчас их много, то есть ничего не меняется. С этим, я думаю, ничего не поделать. Людей много, все куда-то едут, путешествуют, и как бы ничего с этим не сделать. Вот, ну, я потихоньку уже подхожу к деловому центру. Кстати, в поезд можно с собой брать спокойно, перекусить что-нибудь, попить и так далее. В общем, так выглядит ужин по китайских поездах. Что-то вкусное возят. Кстати, можно вот тут взять, а если с собой что-то начал таскать. Ну ладно. Я думал, такого уже нету. Что в поездах всякую эту мелочь впаривают. Так, ну, бабушки достали курицу. Сейчас начнут вонять на весь вагон. На меня посмотрели, что я наверху вот ем сижу. И без проблем там все это можно сделать. Столики удобные очень. Так, ну в деловом центре тут что есть какая-то опера и экспериментальный театр. Поэтому если у кого есть такие, скажем так, предпочтения, то можно здесь это посетить. Мне кажется, очень круто должно быть. В принципе, китайцы умеют удивлять такими вещами. Да и в принципе вообще всем. Вот. Ну а вообще здесь людей прям немного. Вот прям, наверное, я человек 30 вижу во всей округе. И все как-то странно. Вот. Возле театра есть какой-то пруд непонятный.
сначала думал фонтан, но никаких фонтанов тут нету, просто only пруд. Такой. Но тоже так интересненько выглядит. Наверное, детям поплюхаться нормально, удобно здесь. Вот. Ну и больше ничего здесь нету. В основном башни вот такие. И дяденька он смотрит, не понимает, что я делаю. Неплохо. Единственное выступление то интересное, то такое, скажем так, лайтовое совсем. Вот. Но в целом красиво все это выглядит. Здания здесь выстроены в такой прям интересной архитектуре. Сам вообще этот комплекс весь очень большой тоже. Спускаешься, такие интересные здесь, скажем так, всякие закоулочки, какие-то домики с таким непонятным полом, он идет так под наклоном. Старинные китайские купюры, как я понимаю. А здесь такой дом сделали. Это общежитие из 80-х, наверное. Во, на такую камеру надо снимать. Вообще отлично. Это чьи-то блоги, не вышедшие на YouTube. Видимо, уже не выйдут. Выставка самых знаменитых китайских актеров. Джеки на месте. Так, ну а здесь уже пошел раздел, много кафе разных. Так, вот какие-то местные гитары. Так, ну это опять какой-то экскурс по музею получается. Я быстренько по этому пройду. Ну их тут много разных цветов, формы примерно похожие все. Играть нельзя, написано, поэтому смысл был тут находиться. Так, можно было что-нибудь сыграть. Так, что, чуть-чуть я прошел, ну я даже половину. И в целом это место очень хорошее и крутое. Если хотите окунуться в древнюю китайскую какую-то культуру, как раньше они жили, то это место явно стоит того, чтобы посетить это. Тут много всего разного представлено. Вон даже тетеньку подвесили на дереве, чтобы висело. Так и лучше. Давайте помогу. Китаец кроликов видел. Женя говорит, давай дома заведем. Давид, оставь, ты что? О, еще разорались. Здорово. Ого.
Что расскажешь? О. Будущий танцор. Единственный минус, что это здесь снимать, это то, что на улице примерно сейчас плюс 34-35. А тут, видимо, решили полноценно сделать старину. И нет никаких ни кондиционеров, ничего. То есть в любое какое-то помещение из вот этих, если заходишь, то там жарища такая стоит, духота, что ты оттуда выходишь, ты уже мокрый. Вот такую интересную улочку сделали. Украсили цветами. Но это больше на какую-то фотозону похоже, если честно. А вот дальше еще одно, только из других цветов. Все это больше на фотозону похоже. Но выглядит очень красиво. Да, тут я вернулся уже на главную улицу. В этом лингарском парке можно посмотреть большое количество разных исторических наследий Китая. От зданий до выдающихся людей, которые в той или иной степени повлияли на Китай и проникнуться в атмосферу местной культуры. Так, было неплохо, так выставили большую лодку. Что-то на каноэ похоже. Очень большое. Ну, длиной, наверное, метров 30, наверное, 35 даже. Ну и, кстати, в итоге можно выйти на набережную здесь и неплохо посидеть на лавочке, либо там есть маленькие такие кемпинги, его можно арендовать и там посидеть. Правда, не знаю, как в нем сидеть. Наверное, кондиционер там все-таки есть, потому что на улице плюс 34. В нем там точно как в парилке будет. А тут, кстати, интересная штука есть такая. Можно поорать с пользой. Сейчас покажу, зайду за угол, чтобы ее было видно. Что, будет кто-нибудь орать? Нет? Покажите. Давай, малой, не ссы. Да нет, так фонтан никого не сделаешь. Короче, в эту штуку орешь, и там вылетает фонтан. Вот этот фонтанчик и так себя наорал там, конечно. Место хорошее, красивое, чтобы окунуться в древний Китай, самое оно. Посетить надо. Что очень интересно, по всему этому комплексу вот такой пруд идет, и вокруг него, и везде плавают рыбки по всему этому пруду. Очень интересно сделали. Не в одном месте где-нибудь там бассейн, а именно по всему комплексу прям. Кстати, билет здесь на входе продается без проблем, очередей нету, все тихо, спокойно, стоит 60 юаней всего, поэтому в принципе нормально. Для такого места это хороший ценник, много разных экспозиций и так далее, поэтому точно этого стоит. Так, тут мужики лошадь гонят, сейчас выйдем. Сверху запрыгивали, что ехали бы. Не идет, да, не хочет. А, сейчас шляпу раздавите.
你係攞去邊度裝先？嗰個西遊記度。過唔到啊！嗰度過唔到啊！ Поехала. 行嗰邊過啊！嗰邊整緊路啊！嚇？用石級嗰度。有落啊！石級 Да 啊！ стоило, да, ее надо. Короче, веселые ребята. Кстати, есть еще паровозики, в которых можно садиться, и вас будут по всему этому комплексу катать, потому что тут тяжело все самому, скажем так, обойти, особенно с детьми. Либо можно взять, ну, не на прокат, а попросить, чтобы за отдельную плату вас вот на такой штукенции покатали веселой. Хотя, может быть, и самому можно, честно, не узнавал, потому что никого не видел, что мне кто-то ездил, ну и я сам не стал вникать. Так вот выглядит все современное, тоже электрическое. На этом все. А я еду дальше, в Шанхай.